Приветствую вас, искатели приключений! Сегодня мы погрузимся в захватывающий мир настольно-ролевых игр. И если вы всегда хотели узнать, что же это за хобби, познать основные принципы игры, это видео для вас. Это может быть мир Гарри Поттера, Властелина колец, Звездных войн, ну и, в общем-то, не только. Таким образом, вы можете примерить на себя роли главных героев этой истории. Но не тех, кто уже был написан, а тех главных героев, которых вы сами придумаете. И таким образом появляется уникальное приключение, которое никогда ни у кого больше не повторится. И все же, что же такое настольно-ролевые игры? Это одна из форм игры, в которой игроки создают и развивают своих персонажей в рамках вымышленного мира. А вымышленным миром, по большей части, управляет ведущий, который называется мастером игры. В настольно-ролевых играх участники принимают на себя роли своих персонажей и различным образом взаимодействуют с окружающим миром, но взаимодействие это основывается на правилах и механиках самой игры. Основные элементы настольно-ролевых игр. И первый такой элемент – это, конечно же, персонажи. Персонажи игроков. Каждый игрок создает своего персонажа с особенной мотивацией, историей и часто способностями. И различные расы, классы, профессии зависят от выбранной системы. Второе, важная часть настольно-ролевой игры – это мастер. Человек, который управляет сюжетом, описывает мир, контролирует неигровых персонажей и создает сценарии. Также на мастере лежит бремя интерпретировать правила и принимать решения о том, как действует мир и персонаж. Третья важная часть – сюжет и мир. Это, так сказать, сеттинг, заранее созданный, адаптированный мир для игры. И это может быть как классическая фэнтези, так и научная фантастика, хоррор, ну и другие жанры. Игроки могут исследовать этот мир, выполняя разнообразные квесты, чем самым сталкиваясь с вызовами на своем пути. Игровые механики. Без этого никуда. Это различные системы правил для определения результата действия персонажей. Нам же нужно как-то понять, какое действие успешное, какое нет. И это как и принцип, как нужно кидать кубы, так и различные системы умений персонажей. И никуда настольно-ролевая игра не может деться от импровизации. Это очень важно. Это взаимодействие игрока и мастера, но и не только. И это очень сильно влияет на ход истории, что делает каждую игру уникальной. Как это выглядит, допустим, в самой популярной настольно-ролевой игре D&D. Предлагаю посмотреть. Вы стоите перед величественными воротами заброшенного храма, который покрыт мхом и лианами. Ветер тихо шелестит листьями, а в воздухе витает запах сырости и древности. На стенах храма видны старинные руны, некоторые из которых светятся слабым светом. Внутри храма слышен легкий шум, как будто что-то движется. Что вы делаете? Я хочу подойти ближе к воротам и применить заклинание обнаружения магии, чтобы увидеть, есть ли какие-то магические сущности в храме. Я осматриваю окрестности, чтобы понять, есть ли какие-то ловушки или скрытые враги. Хорошо, колдун, в течение 10 минут ты будешь видеть магические сущности, а у тебя выпало 14. Что ж, пожалуй, ты находишь кое-что. И это ловушка. И кроме того, в кустах явно кто-то прячется. О, может, сходишь проверить, что там в кустах? Ну ладно, я пойду проверю и попытаюсь найти с этим существом общий язык. 1. Что ж ты отодвигаешь кусты и своими навязчивыми разговорами будешь гигантского злобного тролля. Что ж, время боя, колдун, ты первый. Что ты делаешь? Создаю заклинание огненный шар и направляю прямо в голову тролля. 20. Что ж, тролль повержен, но в храм вы еще не зашли. Но вот зайдете ли, и какие приключения ждут вас дальше, это уже совсем другая история. И таким образом, в общем-то, и работают наши настольные ролевые игры. Игровые механики объединяются с миром мастера, который он объясняет игрокам, показывает различным образом, а игроки делают разнообразные проверки, описывая действия своего персонажа. Итак, как же начать играть в настольно-ролевые? Наверное, вам нужны дайсы, да. Хотя, на самом деле, это не обязательно. Некоторые НРИ бывают и текстовыми.
Во, вам нужна комната. Хотя можно играть онлайн или приходить в клубы. Нужно знать правила. Хоть сейчас это не обязательно, достаточно каких-то базовых, простых правил, остальное может пояснить ведущий. А есть такие настольно-ролевые игры, которые не подразумевают знание правил заранее, и к ним не нужно готовиться, они познаются в процессе игры. Во, нужны друзья. И это тоже не совсем так, ведь часто друзей находим мы, настольщики, именно на играх. Так что, знаете, пожалуй, нужно просто не бояться. Находите ближайшую игру, записывайтесь на нее и отправляйтесь в свое первое приключение без страха. Хорошо, мы поняли, что такое Анри. Мы уже ничего не боимся. Но вот вопрос, как записаться на свою первую игру? Все просто. Заходим на сайт Орба. Здесь множество приключений. Мы выбираем, например, рудники Фендельвера. Здесь можем прочитать про компанию, но я вижу кнопочку «Написать мастеру». Сразу же на нее нажимаю и пишу «Привет, я хочу играть». Ну или что-нибудь такое. И это все, что вам нужно сделать. Серьезно. Я желаю вам чудесных игр. И надеюсь, в нашем полку нришников прибудет